Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием «Ретроспектива», где мы с вами рассматриваем масштабные копии разных эпох, которые копируют один и тот же прототип. Мы смотрим на модели советского производства и сравниваем их с современными китайскими аналогами. И герой сегодняшнего видеоролика всем знакомый седан «Москвич-412». Культовый автомобиль, один из символов Советского Союза. Думаю, хоть раз в жизни каждый из вас видел этот замечательный автомобиль. И было много всевозможных модификаций этого автомобиля. Также за период своего производства он претерпел значительные изменения, но тем не менее база у него осталась одна. И для сравнения масштабных моделей я вам приготовил один вариант советского производства. Правда, это не самая ранняя модель, она уже без индекса А8. И второй российский вариант, который я покупал уже в современное время, у него довольно смешная схема окраски, машина в варианте ГАИ, и у нее на дверках триколор. И в принципе в реальной жизни такую машину встретить было что-то из ряда фантастики. И эти автомобильчики мы сравним с журнальным вариантом из серии «Автолегенды СССР». Выпуск номер 46, который поступил в продажу в ноябре 2010 года. И бонусом могу вам показать одну модель из европейской журнальной серии «Культовые автомобили», у которой немножко отличаются колесные диски. И для того, чтобы в памяти освежить, как выглядел настоящий прототип, давайте быстро пролистаем журнал, который тоже сохранился в моей коллекции. Модели мы сначала уберем. Потом их достанем из коробочек и посмотрим поближе. На лицевой стороне журнала есть фотография настоящего автомобиля, скорее всего музейный экспонат. И как раз есть надпись, которая гласит, что это 2-миллионный автомобиль. Тоже машин было выпущено огромное количество. Если сравнивать москвичи с машинами Волжского автозавода, то я считаю, москвич был лучше. Автомобили более крепкие, более приспособленные для передвижения по проселочным дорогам. И чисто стилистически эта машина, во всяком случае сейчас, не выглядит столь архаично, как вазовская классика. Есть фотография одного из первых серийных москвичей 412. Визуально он не сильно отличается от промышленного образца. Также события, которые происходили в стране в тот момент, краш-тест этого автомобиля, раллийная модификация. И, кстати, не так давно XO Models предложил несколько раллийных вариантов. И у меня такое ощущение, что эти модели сделаны тоже на формах East Models. Аналог выходил в рамках журнальных серий «Автолегенд». И опять же, в свою коллекцию не стал брать вариант от XO по ряду причин. Во-первых, у модели переразмеренные колесные диски, а во-вторых, у нее довольно высокая цена. В Европе подобные москвичи продают за 36 евро. Это значительно дороже, чем обычный базовый москвич из регулярной серии «Автолегенды». Хотя у нас тоже журнальную серию продают довольно дорого. Обычные легенды стоят 15-20 евро. И свои модели я старался покупать в России. Также есть кадры из кинохроники, дальние родственники, Ford Escort Mark I и BMW. Есть плакат, который при желании можно повесить на стену. Фотографии интерьера, другие элементы. Очень интересно сделан лючок для топливного бака. Он прячется за номерным знаком. Также фотографии подкапотного пространства, технические характеристики, схематический чертеж и другие модификации. Универсал «Москвич-427». Также грузовой фургон «Москвич-434», почтовая версия и пикап. Пикап выходил на Тантале, а вот закрытого фургона серийно не производили. И как-то давно я вам показывал модель из полимера, сделанную на формах Тантал, но там, конечно, качество оставляло желать лучшего. И, возможно, та модель тоже выйдет в рамках этой рубрики, и ее сравним с журнальным вариантом. Анонс на следующий выпуск: RAV 977 DM Латвия.
И давайте посмотрим на сами масштабные модели. Начнем с журнального варианта. Он поставляется в классическом блистере. Правда, блистер на этой модели у меня взят от польского варианта, потому что оригинальной упаковки красненькой машины у меня не сохранилось. Но не столь принципиально, потому что блистеры абсолютно идентичны. Машина окрашена в довольно симпатичный ярко-красный цвет, и в таком варианте окраски было очень много легковых автомобилей. У нас в стране тоже они встречались, и второй по популярности цвет был белый. Реже встречались желтые, зеленые автомобили. И, можно сказать, большой редкостью были синие варианты окраски. Но, опять же, это во всяком случае у нас. Возможно, в вашей стране эти цвета преобладали больше. У модели нету открывающихся элементов, корпус металлический, остальные детали из пластика. Колесики на этом варианте более-менее попадают в 43-й масштаб, но я помню, на моей модели были проблемы с покрышками. И задние покрышки были более крупного диаметра, чем передние. И уже впоследствии я заменил резину и брал ее с другой масштабной модели, уже не вспомню с какой именно. Зачернил решетку радиатора, и у этой модели фары сделаны из прозрачного пластика, а поворотники просто окрашены оранжевым лаком. Более-менее нормальные пропорции, хотя если делать замеры, то, конечно, вы найдете искажения. Я свои модели не замерял, и, в принципе, издалека машина довольно хорошо передает образ настоящего прототипа. Давайте посмотрим на старую советскую модель. Это уже не родная коробочка, потому что оригинальную упаковку еще в советское время выбросили. Тогда не придавали особого внимания коробочкам, их выбрасывали, модель ставили на открытую полку, и изначально этот «Москвич» был темно-красного цвета, но так как автомобильчик был в очень потрепанном состоянии, я его решил перекрасить, и теперь он темно-красный с мелким золотистым зерном. Опять же, не столь принципиально, в какой цвет было перекрашивать эту масштабную копию, потому что особо коллекционной ценности она не имеет, тем более в свое время ее уже дорабатывали, и покрасил в тот цвет, который визуально больше понравился мне. И, кстати, на этом «Москвиче» уже заменены задние фонари. Я их покупал в одном модельном магазине, и их делала мастерская на основе старых танталовских запчастей, и фонарики тоже изначально здесь были сломаны. Могу вам показать, как выглядит днище. Написано «Сделано в СССР», указан масштаб 1 к 43, и днище здесь из черного пластика, окрашенного в массе. И насколько я помню, номерные модели перестали выпускать с 1988 года. Но эта модель была приобретена еще до распада Советского Союза. Точную дату не скажу, еще раз повторюсь, не сохранилась оригинальной упаковки, но, скорее всего, это начало 90-х или конец 89-го года. Вот так выглядит данный «Москвич». У него открывается капот, вполне хорошо проработан двигатель с учетом возраста этой масштабной копии. И «Москвичи» на Тантале начали выпускать с 1975 года. И если округлить, то по большому счету первой разработке почти стукнуло 50 лет. Сложно назвать другую модель, которая спустя такой длительный срок хорошо бы смотрелась на фоне новодельного аналога. И давайте посмотрим на российскую интерпретацию. У этой машины оригинальная коробочка. Можно посмотреть на дату изготовления, апрель 2006 года. Машина не сильно отличается от советского варианта, но, конечно, здесь уже грубей отливка, есть заусенцы, также видно, пресс-форма сильно износилась, ну и, конечно, это фантазийная схема окраски. Зачем-то поставили некрасивую светосигнальную балку, и точно такие же маячки встречались на ГАЗ-3102 «Волга», ГАЗ-24 «Волга» уже новодельной, и также на агатовских «Газелях».
Здесь уже другая плашка двигателя, и на днище написано «Москвич-408». Хотя визуально днище и корпус автомобиля абсолютно идентичны. И здесь уже хром более блестящий. На старом варианте он выглядит потускневшим и отдает желтизной. Вот такой москвич. Мне всегда нравилось то, что у москвичей подрессоренная подвеска. И, конечно, сейчас попадается очень много конструкторов, особенно если вы покупаете модель не в магазине, а где-то на аукционах. Хотя есть эксперты, которые могут определить точную дату изготовления автомобиля по определенным признакам. Это крепление капота, также то, как выглядит отливка, некоторые моменты на нижней части автомобиля и дизайн колесных дисков. И давайте в заключение посмотрим на польский вариант. Он окрашен в очень красивый васильковый цвет, и мне у этого автомобиля больше нравится дизайн колпаков. Можно сказать, это экспортный вариант. И еще одно преимущество этой модели то, что отчетливо видны поворотники и габаритные огни, потому что на красном варианте они попросту сливаются с цветом кузова. Эту модель я никак не дорабатывал. Решеточка без зачерненных отверстий. И больше отличий у модели нету. Единственное, на российском варианте «Москвич» написали кириллицей. Здесь он вообще непонятно как написан. «Москвич 412». И масштаб 1:43, модель изготовлена в Китае. Вот такая небольшая коллекция масштабных моделей Москвич-412, которую я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Пишите в комментариях, какие модели есть в ваших коллекциях, какой автомобильчик вам понравился больше всего, что вы думаете о старой советской модели, которой на сегодняшний день стукнуло почти 50 лет. Я считаю, это отличная масштабная копия, которая надолго опередила свое время. Конечно, этот автомобиль создавали не без участия всем известной Dinky Toys, но для Советского Союза в какой-то степени это была прорывная модель, если сравнивать ее даже с зарубежными аналогами. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале, и можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я не демонстрирую тут. На сегодня это все, до новых встреч, пока!